Приветствую, друзья! Несмотря на довольно впечатляющее число беспроводных наушников, что прошли через мои руки, основными любимчиками были и остаются топовые One More TVS ANC. Конечно, много чего у них с тех пор выходило, но в плане звука планка так и осталась не взята, пока я не познакомился с их новыми флагманами One More EVO. Кейс стал меньше, посадка удобнее, а функционал богаче. Да что там говорить, это первые в своем роде TVS наушники с поддержкой LDAC кодека и фирменной настройки звука Sound ID. Оттого со звуком здесь можно творить все, что душе угодно, при этом не теряя в деталях и учитывая ваши собственные физиологические и вкусовые особенности. Думаю, будет очень интересно. Собственно, поехали! Приходят наушники в небольшой, приятной на ощупь картонной коробке с изображением модели, логотипом пройденной Hi-Res аудиосертификации и полным списком технических характеристик с обратной стороны. Максимальный акцент тут делается на гибридной схеме излучателей, адаптивной системе шумоподавления и 28 суммарных часах работы. Внутри все тоже оформлено прямо вот со вкусом. В комплект нам положили солидный такой томик с инструкцией, гарантийный талон, наклейку с медвежонком, короткий вот такой вот Type-C кабель для зарядки и набор белых силиконовых амбушюр с подрезанным сердечником. Насадки здесь очень хорошие, можно сказать, под любое ухо, однако относиться к ним надо с большой осторожностью. Во время последней замены одна из амбушюр у меня, к сожалению, порвалась. Кейс по габаритам небольшой, выполнен из матового, в моем случае белого пластика, с великолепной петлей, индикаторным светодиодом спереди, кнопкой коммутации внутри и зарядным Type-C портом сзади. Снизу же под резиновой заглушкой скрывается обещанная катушка беспроводной зарядки. Сами чашечки тоже удивляют размерами, при этом внутри у них установлен 10-мм динамик, неизвестный арматурный излучатель и аккумулятор на 48 мАч, позволяющий отработать около 8 часов с отключенным шумоподавлением и примерно 5,5 часов в адаптивном режиме. Из функциональных элементов с внутренней стороны находим датчик автопаузы, клеммы питания, небольшой овальный звуковод и отверстие для компенсации динамического драйвера. На внешней грани расположился микрофон обратной связи, а сзади сенсорный слой в позолоченной такой кайме, логотип компании и основной микрофон системы шумоподавления. Разговорный же логично вынесли на нижнюю часть устройства. С качеством его работы вы, конечно же, можете познакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывок из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи встроенных микрофонов беспроводных ТВС наушников One More EVO. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управлять моделью очень просто. Зажатие сенсора переключает режимы шумоподавления, 2 тапа ставят музыку на паузу, а 3 вызывают голосовой ассистент. Но это лишь по умолчанию. В фирменном приложении на 2 и 3 тапа можно установить любое действие из списка, включая и регулировку громкости. Здесь же находится тестирование насадок, включение мультипоинта и реакция на установку и извлечение наушников из уха. На основном экране все как обычно. Заряд каждого наушника по отдельности и кейса. Возможность выбрать режим работы шумоподавления, причем с вариациями для каждого из пунктов. И включение той самой фирменной настройки звука Sound ID. Но даже это не самое интересное. Среди прочего, тут есть переключатель между приоритетом качества звука и стабильного соединения. В случае последнего наушники будут работать по кодеку AAC, ну а если выбрать качество, то LDAC. Впрочем, как показывает опыт использования, в данном режиме соединение и правда не идеальное. Оттого лучше его приберечь для помещения или районов с какой-нибудь обильной застройкой. С Sound ID разобраться тоже не представляет никаких трудностей. Это своеобразный интеллектуальный эквалайзер, позволяющий за счет выбора понравившихся вам вариантов исполнения подстроить звучание под ваши собственные вкусовые предпочтения. В итоге система сама формирует кривую АЧХ и сохраняет ее непосредственно в наушниках. То есть в случае подключения их, например, к телевизору, ничего дополнительно делать не придется. Да и настроек таких можно создать под разное настроение и переключаться между ними при помощи приложения. Тут еще важно отметить, что звучать One More EVO могут совершенно по-разному в зависимости от того, как, собственно, вы их настроили.
При установке в ухо хруста мембраны здесь не происходит. В паузах я слышу абсолютную тишину. К качеству сигнала у меня тоже вопросов нет, за исключением LDAC, о чем я говорил выше. Да и по громкости здесь запас процентов эдак в 30, то есть очень громко. Плюс ко всему имеем защиту от воды по стандарту IPX4. Не что-то, конечно, особо крутое, но легкий дождичек и активную тренировку в зале они вполне способны пережить. Села мне модель прекрасно, уху комфортно, да и звукоизоляция здесь на высоте. Вот так вот это все, собственно, друзья, и выглядит. По измерениям у нас не совсем стандартный, но достаточно быстрый импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,9%, что очень даже неплохо. Фаза, конечно, плавает, зато затухание на 30 и 60 дБ составляют примерно 79 и 98 миллисекунд, причем практически без возмущений. А ЧХ же пытались сделать максимально ровной, что им, на мой взгляд, вполне удалось. Низкие частоты приподняли где-то на 3 дБ, а затем на 4 дБ выделили область разборчивости с пиком на 5 кГц для имитации ушной раковины. Ну а дальше идет солидное такое выделение 8 кГц, отвечающее за усиление резкости звучания, и слегка прибранные высокие частоты, которые нам честно довели до заявленных 20 кГц. С графиком от производителя мой совпал почти идеально, но имейте в виду это значение с выключенной системой Sound ID. То, что вы там накрутите, предсказать абсолютно невозможно. Звучат же наушники в своем первозданном виде, то есть без системы Sound ID, довольно-таки ровно и очень детально. При прямом сравнении с One More TVS ANC у последних заметно больше баса, более сглаженная серединка и не такие акцентированные верха, что вполне естественно в силу характера ЧХ и серьезного такого акцента на 8 кГц. Прямо из коробки EVO лично мне показались ярковаты, с заметным таким смещением баланса в сторону высоких частот. То есть по разделению, проработке материала и общей детализации звучат они прямо очень здорово. Но из-за настройки получилось не особо сочно. Впрочем, понятно, почему все сделано именно так. А ЧХ логично настраивать, имея в базисе идеальную прямую. Но звучит это не шибко привлекательно, особенно если вы любитель сочного массивного баса или выдвинутого на передний план вокала. Все это здесь, конечно, тоже имеется, но в виде таких легчайших акцентов. Оттого с настройкой по умолчанию использовать данные наушники можно разве что для работы со звуком, или если вы по какой-то неведомой причине предпочитаете нейтральность в мелодичности. Согласен, легкое аналоговое смягчение тут также присутствует, но вот именно что легкое, как и все остальное в данной модели. Назвать этот звук сбалансированным лично я не могу, поэтому первым же делом рекомендую зайти в меню Sound ID и выполнить предложенную вам настройку, или же просто скорректировать АЧХ средствами любимого аудиоплеера. А так, бас тут очень достойный по скорости и прорисовке, серединки хватает массы и деталей, даже если речь идет о какой-то сложной оркестровой музыке, а верха приятно смягченные. Я бы их даже рекомендовал вообще не трогать. Вокалу бы чуток добавить выразительности, скомпенсировать это по амплитуде с низкими частотами, и можно начинать получать удовольствие. По стилистике никаких ограничений я здесь не вижу. Понятно, что все это зависит от кодека, но с LDAC и оси все просто чудесно. С учетом, конечно, правильно настроенной АЧХ. Если же брать как есть, то для джаза получится слишком ярко, а в тяжелой музыке на верхах вы получите еще и ненужные искажения. Добавить здесь, собственно, нечего. Из коробки наушники звучат достаточно спорно и подойдут редкому меломану со вкусом, испорченным работой на студии. Но, как говорится, это просто восхитительная заготовка для того, чтобы сделать тот звук, который понравится именно вам. Собственно, именно такими и будут мои рекомендации. Хотя привыкнуть можно к чему угодно. Мне и самому после 15 минут прослушивания уже начинает казаться, что мониторный звук это реально круто. Итогом, беспроводные ТВС-наушники One More EVO без сомнения радуют своей автономностью, наличием защиты от воды, беспроводной зарядки, поддержкой оси и LDAC кодеков, удобной посадкой и, конечно же, прекрасной и очень гибкой системой активного шумоподавления. Ушки действительно потрясающие, не зря их назвали эволюцией.
По звуку же из коробки они мне показались ярковатые и рисковатые на верхней части средних частот. Баса хочется побольше и выразительности бы добавить, но, как вы понимаете, именно для этого и предназначена встроенная система Sound ID. Изначально же у нас довольно приличная заготовка с прекрасным по глубине и четкости басом, объемной в меру глубокой серединой и тоже весомыми, но отведенными на второй план высокими частотами. Настройка им не просто рекомендуется, без нее вы просто не сможете раскрыть потенциал данных наушников. Ровная ЧХ, вопреки досужему мнению, это больше удел профессионалов, работой которых является вылавливание и устранение недочетов. Мы же с вами используем наушники исключительно для получения удовольствия. Оттого стоит сделать пару-тройку настроек в системе Sound ID и вперед наслаждаться любимой музыкой. Придраться могу лишь к очень хрупким стоковым амбушюрам, ну и настройку по умолчанию можно было сделать более универсальной, так как часть меломанов такой звук может и отпугнуть, а ровную подставлять уже на этапе использования Sound ID. Ну а на этом у меня все. Это были беспроводные наушники One More Evo. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.